Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня приготовим печенье необычной раскраски и очень вкусные. Готовится несложно и продукты самые обычные. Мои дети, увидев такое печенье, подумали, что я его купила в магазине. Сначала приготовим тесто. В миску разбиваем одно яйцо. Насыпаем 10 грамм ванильного сахара и щепотку соли. Сюда же добавляем 130 грамм сахарной пудры. Все перемешиваем до однородности. В эту массу наливаем 50 мл растительного масла и перемешиваем. Затем добавляем 170 грамм мягкого полурастопленного сливочного масла. Опять перемешиваем. Сюда же в тесто насыпаем 50 грамм крахмала и 350 грамм муки. Насыпаем не все сразу, а в 2-3 подхода. Все перемешиваем. Я использую кукурузный крахмал, но можно взять и картофельный. Как только все ингредиенты смешались, перестаем вымешивать тесто. Долго его вымешивать не нужно. Готовое тесто разделяем на 2 одинаковые части. Половину теста перекладываем в отдельную миску. К ней насыпаем 1,5 столовых ложки какао. Желательно его просеять через сито, чтобы не было комочков. Тесто перемешиваем до однородности. Скатываем тесто в комок и заматываем в пищевую пленку. Кладем в холодильник на полчаса. Во вторую половину теста добавляем 1 столовую ложку муки и перемешиваем. Точно так же эту часть теста заматываем в пищевую пленку и кладем в холодильник на 30 минут. Подготовленное белое тесто вынимаем из холодильника и раскатываем в пласт. Края теста подравниваем руками. Раскатываем не сильно тонко, толщина теста должна быть примерно 4-6 мм. Из теста с помощью формочки вырезаем кружочки. Диаметр моей формочки примерно 7 см. Обрезки теста убираем и используем повторно. Шоколадное тесто достаем из холодильника, раскатываем и вырезаем кружочки точно такого же диаметра и толщины, как и белого теста. Из вырезанных кружочков складываем башенку. Обязательно чередуем цвета светлый и темный. Чтобы сильно не проседала, складываем ее из 2 половинок. В самом конце ставим одну башенку на другую. Все заматываем в пищевую пленку и немного подравниваем. Тесто кладем в холодильник минимум на 1 час. Прошел час, достаем остывшее тесто из холодильника и вынимаем его из пищевой пленки. Нарезаем пластинками под углом примерно 45 градусов.
Получаются вот такие полосатые заготовки для печенья. Печенье выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Из этого количества теста у меня получилось 2 противня печенья. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Выпекаем приблизительно 15-17 минут. Обязательно примерно через 10 минут в процессе выпечки меняем противни местами. Печенье готово. Даем ему остыть и красиво выкладываем на тарелку. Из этого количества ингредиентов получилось 700 грамм готового печенья. Песочное печенье получилось очень вкусным. Красивые ровные полоски придают этому печенью необычную раскраску. Приготовить такое печенье сможет каждый, достаточно запастись немного терпением. Также у меня на канале есть и другие рецепты разных печений. Чтобы долго не искать, смотрите один из таких рецептов в этом видео. Следующим приготовим печенье розочки. Необычное, очень красивое и вкусное. Готовится несложно и никаких специальных инструментов не нужно. Таким печеньем вы точно удивите своих родных и близких. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала приготовим тесто. В миску кладем 300 грамм творога. Насыпаем 150 грамм сахара и пол чайной ложки ванильного сахара. Сюда же разбиваем 3 яйца. Все измельчаем погружным блендером до однородной массы. В отдельную миску насыпаем примерно 300 грамм муки и 1 чайную ложку разрыхлителя. Все перемешиваем. Сюда же кладем 200 грамм холодного масла, нарезанного небольшими кусочками. Муку с маслом перетираем руками в крошку. Это нужно делать достаточно быстро, чтобы не нагреть масло руками. В мучную смесь добавляем измельченный творог с яйцами и сахаром. Сначала все перемешиваем лопаткой или ложкой. Если тесто липкое, то добавляем еще немного муки. Мне для замеса теста понадобилось 320 грамм муки. Все перемешиваем, но недолго, чтобы не нагреть тесто. Так как мука у всех разная, ее может понадобиться меньше или больше. Ориентируйтесь по консистенции теста. Тесто накрываем крышкой и ставим в холодильник на 30 минут. Тесто настоялось, разделяем его на 2 части. Берем одну часть теста, а вторую пока ставим в холодильник. Тесто раскатываем на столе. Немного посыпаем мукой снизу и сверху. Толщина раскатанного листа теста должна быть примерно 3-4 мм. В стаканы вырезаем кружочки из теста. Лишнее тесто убираем. Лепим печенье. Складываем 4 кружочка внахлёст друг на друга. Сворачиваем их трубочкой. Получившийся рулетик разрезаем пополам. Получилось 2 розочки. Каждую розочку у основания хорошо скрепляем руками, чтобы при выпечке тесто не раскрутилось. Таким методом готовим все печенье. Готовые заготовки ставим на противень, застеленный пергаментной бумагой. Между печеньями оставляем небольшое расстояние, так как при выпечке оно увеличивается в размере. Из этого количества теста у меня получился целый большой противень печенья. Все ставим в разогретую духовку до 180 градусов. Выпекаем примерно 25-30 минут. Печенье готово, даем ему остыть. По желанию сверху розочки можно посыпать сахарной пудрой. Печенье розочки получилось очень красивым и необычным. Творог в тесте придает печенью мягкость, а сливочное масло – аромат и вкус. Обязательно приготовьте такое красивое печенье, порадуйте своих родных и близких. Если вам понравились такие рецепты печений, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.